Всем привет! Провела каскады сухих голоданий. Перед каскадом прочистила кишечник. Затем у меня началось сухое голодание. Первый заход был на 3 суток, а потом дня 3-4 я пила. Потом я подключила еду. Немного в день, один раз, и по чуть-чуть порции, какие-то фрукты или овощи. 3-4 дня пила, и где-то дней 7 я ела. Заход на следующий каскад. Опять очищение кишечника. Затем 4 суток. Далее выход был опять вода плюс соки. А еще неделю я поела. И заход еще на 4 суток. И вот с 4 суток уже, получается, я где-то сутки всего попила, и потом мне захотелось есть. Чего обычно не бывает. В общем, я кушала по чуть-чуть. Что сказать хочу про самочувствие на этих каскадах. Раньше я проводила каскады не один раз. В этот раз самочувствие ничем особо не отличалось. Единственное, что на 3-м каскаде на выходе очень захотелось есть. Что, в принципе, редко бывает. Немножко хотела бы вам поговорить о стадии вот этого восстановления. То есть, когда организм, он запускает пищеварения. Если вы голодаете всего 2-3 дня, то стадия практически наступает сразу. То есть вы кушать можете через 3 дня после выхода, ну, практически сразу. То есть вы начинаете с питья, а потом можно небольшой какой-нибудь салатик съесть чуть-чуть. И через 2-3 часа еще покушать и хватит. На следующий день уже можно подключать другие продукты. А если вы голодаете 6-10 дней, то пищеварение включается где-то день на 4-й, то есть желательно раньше не есть. Если вы голодаете месяц, то пищеварение включается где-то на 7-й день. Чем больше ваше голодание, тем дальше должен отодвигаться ваш выход. То есть выход я имею в виду, когда вы можете кушать. Если вы голодаете 30 дней, на 7-й день не раньше желательно поесть. Если у вас нет аппетита, то вы можете, в принципе, после 30 дней проголодать еще сколько у вас получится. Можете 2 недели, можете 3 недели еще дополнительно к 30 суткам. Потому что бывали такие случаи, когда люди на 50-й, 60-й день даже, либо на воде, либо на отварах трав, они не хотели есть. Не понимали, что с ними происходит. То есть вроде как и нужно поесть, но вроде как и не хочется. Поэтому если не хочется есть, то в принципе есть и не нужно. Можно идти дальше. Но если вам надоело это состояние или у вас появляется голод, вы чувствуете, то значит уже время выходить. И как только вы начнете есть, аппетит ваш очень быстро разыграется. Надо стараться, когда вы кушаете, учитывать то, что с каждой следующей порции вы можете просто переесть. Причем довольно-таки серьезно. А переедание грозит нехорошими последствиями после голодания. Ни в коем случае нельзя объедаться, переедать. Нужно восстанавливаться потихонечку. И единственная рекомендация, конечно, употреблять более растительную пищу, более натуральную пищу. Давайте возьмем 10 дней. Если вы выходите из 10-дневного и 14-дневного голодания, и вы хотите вот на 5-й, 7-й день что-то съесть из животных продуктов, а вы хотите столько же, сколько вы были на голоде. То есть если 6-10 дней вы проголодали, 6-10 дней никаких животных продуктов. То есть вы выходите на растительной пище, на соках, и когда вы кушаете, даже продолжайте пить свежевыжатые соки. Также после 60 дней, 6-10 дней голодания должно быть питание жидкое. Это какие-то свежевыжатые соки, как я сказала, овощные, фруктовые немножко, отвары трав и какие-то, может быть, смузи, фруктовые или овощные смузи. Также можете применять тушеные овощи на воде. Это где-то дня 4, а потом уже переходить на обычное питание. Очень часто спрашивают люди, почему вот эта болезнь у меня, почему вот эта болезнь. Все болезни идут от нарушения состава крови. Это первая причина. Загрязняется кровь, загрязняется лимфа, и далее идут уже кровеносные сосуды. Происходит застой. Вот и все. Поэтому лимфа, она, ну, как кисель, как стоящее болото. Там не происходит выделение всех этих ядов, вирусов, паразитов. И иммунная система не может работать нормально. Поэтому, конечно, на более-менее регулярной основе нужно все же проводить какие-то дни отказа от еды. Можно еще отказа от воды, как я это люблю делать. Но
так скажем, пока мне не надоела эта система, я ей занимаюсь. Занимаюсь уже на протяжении 6 лет. Как только мне надоест этим заниматься, или я не буду видеть в этом смысла, я перестану проводить дни без еды и без воды. Вот, или буду на воде, или буду без воды, или вообще уберу эти дни. Я смотрю чисто по состоянию организма, или же у меня есть определенные свои задачи, которые я решаю. Поэтому я не провожу эти голодания для галочки или для того, чтобы похвастаться или кому-то что-то рассказать. Нет, я рассказываю просто свой небольшой опыт о том, что можно так делать, можно так. То есть вы можете выбирать, можете читать, если вам это интересно. Кому-то, я уже говорила, легче даются голодания на воде. Например, 10 дней на воде у них в легкую проходит. Кому-то на сухую 7 суток очень легко проходит. Кому-то на сухую и 5 суток очень тяжело проходит. Поэтому здесь нужно смотреть чисто по состоянию своего здоровья в первую очередь. Во вторую очередь нужно смотреть на состояние своей психики. И в третью очередь нужно понимать, для чего ты это делаешь. В принципе, все рекомендации такие, такое небольшое видео для тех, кто интересуется голоданиями или оздоровительными практиками. Также, если вы проводите голодание на травах или на воде, желательно использовать грелку на печень, и желательно, когда на травах. То есть травы с добавлением немножко меда, сока лимона, методика Марва-Аганян и грелку на печень. Я рекомендую. На сухом голодании грелку на печень я не рекомендую. Также из выхода из голодания не забывайте, когда подключите пищу, обязательно хорошо жевать. Обязательно не переедать. И обязательно оставляйте соки свежевыжатые еще какое-то время. Когда начинаете подключать животные продукты, если вы что-то там едите, не знаю, кефир или какой-то творог, может быть, кто-то и мясо ест, то обязательно сначала очень-очень маленькие порции, буквально столовую ложку. И через 2-3 дня повторяйте, например, 2 столовые ложки, и пошло потихоньку увеличивайте дозу. Ни в коем случае не наедайтесь и не объедайтесь животными продуктами. Да даже овощами. Но на овощи у вас ферментов хватит переварить, к примеру. А на мясо после голодания ферментов может и не хватить. И это может закончиться просто реанимацией. Поэтому очень аккуратно. Вот, в принципе, и все. То есть каскадные сухие голодания вообще проводятся так. Начинаются там 2-3 суток, неделю или там 3-4 дня вы кушаете. Потом переходите на 5 суток, там 3-4-5 дней кушаете, потом переходите на 7 суток, опять там неделю кушаете, потом переходите на 10 суток. Вот это называется каскадные сухие голодания. Если вы хотите сухое голодание использовать просто длительно, то можете заходить сразу на 9-10 суток, к примеру, но перед этим вы должны опробовать хотя бы 3 суток. То есть это минимум, который вы должны пройти. Если вы 3-5 суток осилили, то можете идти на 9-11 суток. Если вы 3 суток не осилили, я вам очень не советую идти на 9-10 суток. Вот. То есть аккуратно. Потренируйтесь, посмотрите на состояние своего организма. Тем более сразу сходу на 10 суток идти нельзя. Во-первых, не уберутся ваши какие-то заболевания или уберутся, но через время они к вам вернутся. Во время голодания, конечно, может быть и слабость, может быть плохое самочувствие. Человек может просто без конца хотеть спать. Во рту гадость несусветная может быть. У меня уже просто давно такого нет, потому что периодически я провожу голодание. И запомните, что ни одна операция не устраняет причин болезни. Голод устраняет и причину, и следствие. Это единственный метод, который может помочь. Как говорится, если голодание не может тебе помочь при твоих заболеваниях, значит тебе уже ничто не поможет. То есть можно смело идти к врачу и отдаваться им полностью в руки. Есть такие некие правила, называется лечебное жевание. После выхода из голодания первую неделю каждую ложку пищи, которую вы кладете в рот, вы жуете 1 минуту. Вторую неделю 2 минуты. Третью неделю 3 минуты. 4-ю неделю 2 минуты.
и 5-ю неделю 1 минуту. И пережевывание пищи должно занимать 30-40 секунд по жизни. Поэтому я всегда ратую за то, что человек должен долго жевать. Манго, помидоры, нектарины, ананасы, абрикосы. Их есть каждый день нельзя. А также в большом количестве их есть нельзя. Малину, клубнику тоже нельзя есть в большом количестве. Много кислых каких-то фруктов или овощей за раз есть тоже много нельзя. Продукты, которые блокируют всю канальную систему, все жизненно важные каналы. Канал сердца, канал поджелудочной железы, канал печени, почек. Это кофе, кетчуп, томаты, соусы, помидоры, а также иногда клубника, малина. Но это если их много есть, клубнику, малину. Желательно употреблять где-то 1 раз в неделю. Если у вас есть какой-то свой опыт голодания, можете писать, какие у вас изменения по здоровью произошли. Может быть, вы неправильно вышли, посоветуйте тоже что-то другим людям. Еще в дальнейшем, конечно, я расскажу, если что-то будет такое у меня интересно. В принципе, у меня всегда короткие сухие голодания, просто как образ жизни. В длительных я особо не видела смысла, да и незачем они мне были, поэтому пока вот такие короткие были.